Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я хочу с вами поделиться способом окрашивания елочных заготовок с помощью грунта. Для этого я подготовила вот такие заготовки. Это верхушка, сосульки и юлы. Затем на примере верхушки хочу с вами поделиться идеей окрашивания. Для этого буду использовать акриловую краску цвет тосканский розовый. И еще одну краску цвет металлик сусальное золото. Но сначала загрунтую елочные заготовки. Надеюсь, видеообзор для вас будет интересным и полезным. Приятного просмотра! Грунт я использую фирмы Санет. Для работы мне понадобятся кисточки и вот такая губка. Первый слой грунта я наношу кисточкой аккуратными мазками. Это важно, если впоследствии вы хотите, чтобы краска легла ровно на елочной заготовке. Елочные заготовки я покрываю грунтом именно таким способом. Кто-то делает это по-другому. Также есть те, кто еще ни разу не работал с красками и грунтом, и, возможно, посмотрев этот видеообзор, поймут, что здесь нет ничего сложного. И у меня на канале есть видеообзор, где я окрашиваю елочные игрушки без грунта. Посмотреть можно по ссылке вверху. При нанесении грунта верхушку я тоже условно разделяю на 3 части. Сначала грунтую верх, затем середину и основание. Чтобы между мазками не было границ, на середине верхушки я прорисовываю их вот так. Переворачиваю верхушку и сверху вниз провожу кистью. Следующая заготовка, которую я буду грунтовать, это сосулька. И на этой заготовке я буду наносить грунт по направлению завитков. И здесь хотела упомянуть один момент. При нанесении грунта на неровную поверхность обязательно нужно прорисовывать все углубления. Также здесь важна аккуратность, никуда не спешите и на кисть не берите много грунта. Если же взяли грунта на кисть больше, чем нужно, постарайтесь сразу его распределить по всей поверхности, так как грунт быстро сохнет, и если вы на поверхности оставите где-то больше, где-то меньше грунта, затем впоследствии это будет очень сильно заметно. Такие заготовки я грунтую и также окрашиваю поэтапно. Сначала одну сторону, а затем вторую. Первый слой грунта уже подсох, и теперь я буду наносить второй слой с помощью губки. Второй слой я наношу губкой для того, чтобы максимально заполнить поверхность. Добавляю немного грунта на губку и вдавливающими движениями прохожусь по заготовке. Остальные заготовки сохнут, поэтому на примере верхушки я вам покажу следующий этап в грунтовании. Это последний, третий этап, и я завершаю процесс грунтования нанесением грунта на заготовку кисточкой. Делаю я это для того, чтобы поверхность елочной заготовки получилась максимально гладкой. Ну и, конечно, при нанесении третьего слоя грунта все неровности на поверхности выровняются. И вот так выглядит елочная заготовка после процесса грунтования. Поверхность получилась гладкой и ровной, и теперь ее можно окрашивать. И далее в видео я поделюсь с вами идеей окрашивания елочной заготовки в 2 цветах. И, как обычно, наносить краску на заготовку я буду с помощью губки. Наношу немного краски на губку и затем точечно и вдавливающими движениями наношу ее на заготовку. После этого смотрю, появились ли пузырьки на поверхности, и убираю их с помощью губки. Теперь губку я не вдавливаю, а легкими касаниями убираю пузырьки. Наносить такого цвета краску я буду в 2 слоя. И на видео видна разница. Середина еще не прокрашена вторым слоем, а верх уже да. В 2 слоя цвет краски более насыщен и перекрывается слой грунта. И вот так выглядит полностью прокрашенная заготовка. Цвет получился слишком нежно-зефирным, и я захотела это убрать. Далее в видео я покажу вам уже почти готовый результат
результат и процесс, как я это сделала с помощью другой краски. Поверх розовой краски я добавила краску цвета сусальное золото, но не полностью перекрыла, а лишь мазками. К сожалению, видео передает более насыщенный цвет, так как вживую он смотрится более спокойно. Нанесла немного краски на губку, затем точечно распределила по поверхности и не вдавливающими, а протягивающими движениями распределила краску по поверхности. И благодаря этому получился такой эффект, как будто на верхушку нанесена золотая поталь. И теперь, благодаря добавлению золотого цвета, зефирный розовый не смотрится так ярко. Мне очень понравилась идея такой покраски. Напишите в комментариях, как вам такой вариант. И на сегодня это все. Я очень надеюсь, что видеообзор вам понравился и был полезен. Грунтую я всегда в 3 слоя, а вот краску наношу в зависимости от ее цвета и консистенции. И использую только акриловый грунт и акриловые краски. Мне недавно написали, что не начинают использовать краски, так как боятся испортить игрушки. Я могу сказать лишь на это одно. Пока вы не начнете делать, экспериментировать и даже портить, вы не придете к тому результату, к которому хотите прийти. И я хочу пожелать всем успехов в ваших начинаниях. Пробуйте, творите и создавайте. До скорой встречи на канале. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!